Встречайте, очередная серия по постройке Волгатти, на которую ушло 3 месяца. Но в итоге машина стала похожа на машину. Вернее, пока что задняя ее часть. Но обо всем по порядку. Приятного просмотра. Еще год назад в одной из предыдущих серий мы начали работу по задним фонарям. Тогда нам была необходима их форма, для того чтобы закончить задний бампер. Мы вырезали их по 3D модели из дерева, а конкретно из груши и клена. Груша пошла на более тонкие детальные элементы, а клен заполнил основной объем. Тут мы отталкивались от свойств этих пород. В итоге, спустя день работы, получили вот такой конструктор и начали двигаться дальше. Таким же образом, при помощи ЧПУ и дерева были сделаны вот эти внутренние части фонарей. В дальнейшем они понадобятся для того, чтобы получить ответную часть и сделать хитрую матрицу. Но пока несколько Андрея часов на склейку, доводку, подгонку и шлифовку. Следующим этапом, когда все деревянные элементы готовы, грунтуем их. После чего снова шпатлюем, перетираем, выводим плоскости и так пару раз. Спустя пару Андрея дней имеем идеальные заготовки, но пока что из дерева, а нам бы очень хотелось пластиковые и прозрачные. Для этого нам необходимо сделать силиконовые матрицы. Именно для них мы и соорудили вот такие саркофаги, которые силиконим и пальцуем по кругу. Силиконовые матрицы мы будем заливать в такие коробочки, здесь будут заливаться фонари. А сейчас мы подготовим уже под снятие форм вот эти вот болваночки. Нам необходимо полиэфирный грунт зашкурить, заполировать и нанести на них разделительный воск. Будем пытаться вышкурить все нюансы, шагрени и неровности на полиэфирном грунте. Поможет нам, как всегда, проявочная пудра. Натираем и шкурим. Шагрень я уже сбил под колодку 320 наждачки. Далее берем мягкую губку 600 номера и аккуратно ладошкой вышкуриваем, перебиваем риску. Далее перетираем более мелкой градацией. В данном случае я закончу на 1000, по которой же буду восковать. Опять нам поможет проявочная пудра. Следующим шагом наносим восковой разделитель, чтобы форма лучше разделялась. В данном случае будем использовать твердый воск. Натираем им деталь. После того, как деталь хорошенько навоскована, надо разместить ее в опалубке. Но так, чтобы она была подвешена в воздухе. Для этого приклеиваем ее на деревянные ограничители, кладем в опалубку и так со всеми заготовками. Делается это для того, чтобы силикон равномерно заполнил объем со всех сторон. И в итоге, после застывания, даст нам крепкую, надежную многоразовую матрицу. Наконец переходим к самому силикону. Это двухкомпонентный состав, который создан специально для создания форм. Отличная штука, смело рекомендуем. Ссылку оставлю в описании. С основными фонарями все просто, мы их залили одним махом и оставили сохнуть. А вот с центральным узким элементом все не так просто. Силиконовую матрицу решили делать из двух частей. Первую часть мы уже залили, и наша деталь наполовину утонула в силиконе. Теперь нанесем разделительный воск, чтобы две половинки у нас не склеились. Нам нужно сделать литники, это будут пластиковые трубки, через которые будет заливаться пластик, и выходы для отвода воздуха. Ну и у нас это будут стержни термоклея. Приступаем к работе. Но пока Андрей приступает к работе, кину небольшой спойлер. Вся эта работа, которая проделывается с центральным фонарем,
в дальнейшем оказалась напрасной, так как у нас поменялся план, технологию пришлось переделать, и все эти ведра силикона, Андрея часы, рассказы на камеру отправились в корзину. Но Андрей пока еще об этом не догадывается. Давайте его дослушаем. Удаляем наши деревяшки, на которых была подвешена деталь, так как она не соприкасалась с дном коробки, а была подвешена на вот этих вот деревяшках. Деталь завоскована и отвалились наши трубочки. Но ничего, мы в это же место приклеим, здесь уже не будет воска, и она нормально приклеится. Эти нормально стоят. Нет. Следующим этапом на высохший слой силикона наносим разделительный состав. Это воск в спрее, а следом вдогонку еще одно ведро силикона. На следующий день силикон высох, и мы наконец распаковываем рождественский подарок. Хотя, судя по реакции Андрея, у него явно другие ассоциации с этой штукой. Разбираем опалубку, и тут, кстати, наглядно видно, как работает эта технология. Надо отдать должное, что получилась она идеально. Можно смело изготавливать такие сложные формы, но, к сожалению, не в нашем случае. Изначально мы планировали залить в эту форму литьевой пластик, покрасить его и получить готовую деталь, но в дальнейшем планы немного поменялись. А вот с основными фонарями планы остались прежними. Тут такая же история, но форма немного проще, вернее пока немного проще. Сейчас нам предстоит это исправить. На данный момент мы получили слепок внешней части фонаря, но понятное дело, что корпус должен быть полый внутри. Для этого снова собираем опалубку, закидываем туда форму и доводим ответную внутреннюю деталь, которая должна поместиться в предыдущую силиконовую форму, но и тут не все так просто. В оригинале в фонарях Bugatti красуется вот такая надпись. Продолжаем заниматься болванками будущих наших фонарей. Следующим этапом нужно наклеить сюда надпись. В оригинале это было Bugatti, у нас, конечно же, это будет Volgatti. Задание со звездочкой. Наклеить вот такие малюсенькие буркевки, вырезанные из поликарбоната 2-мм. Не склеить себе пальцы и не зафаршмачить суперклеем эти вот болванки. Как это будет происходить, я пока не представляю, но явно, что это будет сложно. Да, это действительно было непросто. Но самое смешное, что и эта работа в дальнейшем оказалась напрасной. На самом деле в процессе стало понятно, как это можно реализовать намного проще. В итоге надпись, конечно, будет, но мы ее выполним уже на внутреннем элементе. Так получится значительно проще, а внешне не будет никакой разницы. Но об этом немного позже. Ювелирный подход к своему делу. Но сейчас нам необходимо сделать точно такие же элементы, но из силикона. Для этого мы делаем форму из силикона, для того, чтобы отлить другую форму из силикона. Даже не знаю, как это толком объяснить, пускай Андрей разбирается. Застыла наша силиконовая форма, приступаем к распаковочке. Всегда это очень волнительный, интересный момент, ведь что-то может пойти не так, что-то может не получиться, но это мы узнаем только когда откроем. Достаем нашу болваночку из матрицы для матрицы, потому что это всего лишь промежуточный этап, и мы в следующем вовнутрь будем заливать силикон, чтобы сделать вот эту вот деталь силиконовой. Чтобы эту силиконовую деталь уже вставить в эту матрицу и отлить уже такую полую стекляшку из колерованной эпоксидной смолы. Короче, очень все сложно. Момент, который я понял при работе с силиконом. Если вот эту деталь фонаря я отливал таким образом, то есть деталь была подвешена сверху, и когда силикон заливался, пузыречки, которые в силиконе были, они упирались в ответную часть фонаря, и форма, мягко скажем, ну, такая не идеальная. Присутствуют пузыречки. То, когда уже делал эту деталь лежала снизу опалубки, и силикон лился наверх, тем самым все пузырьки вышли вверх. Вроде бы очевидные вещи, но приходит понимание только когда уже сделаешь несколько
неудачных моментов. Все становится ясно, но потом. Вот первый опыт с силиконом. Видим пузыречки, которые уперлись в деталь, потому что деталь была подвешена, и они остались в таком капкане, замке. А вот вторая моя деталька. Все пузыречки остались здесь. Вот они. Да, конечно, нужно дегазатор, мы к этому еще придем, но маленькими шажками двигаемся и проникаем в тонкости литейного силиконоводства. И в эту форму мы отольем вот такую штуку силиконовую, вот эту деталь, которая здесь вот подвесится. И вот это вот пространство между ними и будет нашей шкарлупкой фонаря, куда зальется крашеная эпоксидная смола, и будет нам счастье и фонарь. Многие в курсе, что помимо проектов на YouTube мы еще занимаемся изготовлением мебели. Недавно даже открыли магазин в Санкт-Петербурге. Так вот, основной рабочий инструмент на данный момент – это наш ЧПУ-станок, и он постоянно загружен. По крайней мере, так говорит Андрей, оператор. Появилась даже мысль приобрести второй станок, но тут мне посоветовали один лайфхак под названием N-Cost Monitoring. Знаю, что среди моих подписчиков есть производственники, и уверен, что у них точно такие же проблемы. Наверняка вы сталкивались с тем, что заказов надо выполнять больше и быстрее, а производство и так уже перегружено. Или, судя по сменным отчетам, станки загружены на 100%, но как не зайдешь в цех, многие станки простаивают. Или на совещании постоянные разборки. Но конкретно выяснить, кто в чем виноват, невозможно. Ну как, бывает такое на вашем предприятии? С этими проблемами помогает разобраться мониторинг загрузки станков от компании N-Cost. Как это работает? Специалисты N-Cost устанавливают датчики на ваши станки, чтобы фиксировать работу и простой станков. На каждый станок крепится смартфон со специальным телеграм-каналом. Как только начался простой станка, оператор должен выбрать причину из списка. Что вы получаете в итоге? Первое. Ежедневные реальные отчеты о загрузке станков. Второе. Все причины простоев, а значит и резервы роста загрузки станков. Третье. На совещании теперь предметно докапываетесь с коллегами до причин разных проблем и инцидентов на производстве. Думаете, что N-Cost мониторинг стоит миллионы? Вовсе нет. N-Cost не пытается продать датчики и лицензию на ПО. Это сервис по подписке с предоставлением в аренду всего необходимого оборудования и ПО. Итог: типичный эффект внедрения N-Cost мониторинг – рост выручки в среднем на 25%. Можете не благодарить. Ссылка в описании. Подготовительные работы перед заливкой. Эту форму я уже сделал по упрощенной программе с одноразовой опалубкой, так как понял, что так можно сократить время и силы, затраченные на изготовление. Выставляем по уровню. И чтобы при заливке ее не раздуло, подопрем ее такими реечками и струбцинками. Струбцины отказываются работать, а вот скотч идеально нас выручил. Сочинил такую конструкцию для подвешивания нашей матрицы в матрице. Прихватил ее на термоклей, чтобы она не всплыла, так как основа у нас деревянная, и силикон захочет ее выдавить на поверхность. И сквозные отверстия для того, чтобы ее замонолитило, связало в нашей детали. Заливаем тонкой струей и льем в одно место. Давайте еще разделителем, может. Силикон наш схватился, и пора бы открыть и посмотреть, что там да у нас и получилось. Самому интересно заниматься этой распаковочкой. Та-дам! Итак, хотелось бы напомнить наш долгий путь, который мы преодолели для создания всего одной стекляшки фонаря. Мы изготовили деревянный болван, внутрянку, которая вставится в деревянный болван, 3 матрицы, матрица перезагрузка и матрица революция, которые будут вставляться. И вот этот вот периметр будет уже заливаться крашеная эпоксидная смола.
которая и будет нашим корпусом фонаря. Спустя весь этот долгий тернистый путь, которому посочувствуют даже сестры Вачовски, наконец приступаем к самому интересному. Обрабатываем силикон разделительным составом, берем проверенную смолу от Экованны, компонент А плюс компонент Б, красный краситель пока что на глазок и хорошенько все перемешиваем. Это будет пробная заливка, которая позволит понять все нюансы и в целом оценить результат. Отталкиваясь от этого, мы сделаем тесты по цвету, грамотно заколируем смолу и уже в вакуумной камере отольем идеальный фонарь. По крайней мере, надеемся на это. Подготавливаем смолу под заливку фонарей. В этот раз мы уже решили ее дегазировать. Собрали на коленке наипростейшую вакуумную установку. Это компрессор от холодильника. Из пластиковых муфт сделана ловушка для смолы. Если операция выйдет из-под контроля, чтобы смола осталась в ловушке, а не пошла в компрессор и тем самым накрыла его. Вот. И сама колба, где будет происходить дегазация. Наливаем в ведерко смолу, но оставляем место для вспенивания, для пузырей. Помещаем в колбу, закрываем прозрачной крышкой и включаем установку. Как выяснилось в дальнейшем, вся эта конструкция, собранная на коленке, уже не совсем нас устраивает. И пока смола сохнет, я заказываю вакуумный насос. Но еще кое-чего накидываю в корзину. По доброй традиции, уже не первый год все расходники заказываем у Fusion Technologies и смело рекомендуем. Тем временем прошло еще 2 Андрея дня на шлифовку и доводку кузова. Перед тем, как нанести слой финальной жидкой шпатлевки, разбираем нашу скорлупу, насколько это возможно, и отправляемся в покрасочную. Замешиваем несколько килограмм жидкой шпатлевки и равномерно наносим на будущий кузов. Этот состав предназначен для того, чтобы вывести большие плоскости и получить ровную, как струна, кузовную панель. Шпателем нанести равномерный тонкий слой по всему периметру невозможно, а вот при помощи краскопульта очень даже просто. В дальнейшем при помощи большой колодки или рубанка поверхность шлифуется, и в итоге мы получим ровный борт, крышу и пороги, без бликов. Этот состав сохнет довольно быстро, и на следующий день можно двигаться дальше. Дошла очередь до нижних вот этих вот сплиттеров, или как они там называются. Сразу в матрице мы их не изготавливали, дабы сильно не усложнять саму матрицу. Пришлось бы делать какие-то раздельные части, поэтому мы их решили изготовить потом. И просто изготовили такие пластины, и сейчас их вклеим на нужные места. Потом в перспективе мы их сделаем из карбона, но это будет в следующей серии. В итоге мы вклеили эти штуковины в заранее предусмотренные пазы, укрепили стекловолокном, увеличили площадку, на которой они располагаются, и снова отправились в покрасочную. Как вы помните, совсем недавно мы наносили жидкую шпатлевку желто-коричневого цвета. За кадром осталось несколько Андрея дней шлифовки. В итоге кузов выведен в идеал. По крайней мере, Андрей нас в этом уверяет. Следующим этапом на этот слой наносится грунтовка. В нашем случае в 2 слоя. Первый слой серый, стандартный серый грунт.
второй слой мы подкрасили на глаз, для того, чтобы показать вам результат уже более-менее похожий на машину. Конечно, это не финальная покраска, но уже и не серая скучная грунтовка. В оригинале нижняя часть сделана из карбона. Мы сделаем так же, но немного позже. А пока просто зонируем ее, покрасив в черный цвет. Делаем это для того, чтобы получить результат визуально близкий к оригиналу, накинуть все элементы и оценить промежуточный результат уже в конце этой серии. А для того, чтобы это сделать, нам необходимо раздобыть декоративную насадку на выхлопную систему. В оригинале она выполнена из алюминия. С этим нам любезно согласился помочь Олег, наш подписчик и крутой мастер. Мы сделали модель из пеноплекса, примерили ее, подогнали, запаковали и отправили в Новосибирск за 4500 километров от нас. Мы долго и упорно делали матрицу центрального фонаря из силикона. Хотели сделать его из литьевого пластика. Потратили на это немало времени и сил. Но потом выспались и подумали, что это слишком для нас будет скучно. И надо что-то сделать повеселее. В итоге приняли решение сделать эту центральную часть из карбона. И нам нужна другая матрица. Это уже не подходит. Будем делать матрицу по другой технологии с применением стеклопластика для того, чтобы изготовить ее уже из кованого карбона. Жалко, конечно, потраченных трудов, времени и сил, но не будем зацикливаться на этом. И скорее начнем изготовление новой матрицы, тем более это будет веселее. Столько силиконовых зелков можно было залить к 8 марта, а не тюльпаны эти ваши по 8 рублей. Деталь пришлось склеить, так как при извлечении силикона она сломалась. Ничего, суперклей нас выручил. Приступаем к второй попытке изготовления матрицы. Делаем штатив для нашей детали, чтобы с ней было удобно работать. И выпилили брусочки, фиксируем их на термоклей. Оба. Оба. Матрицу будем делать по упрощенной программе. Отбортовки у нас не будет. Как у нас деталь будет разовая, матрица будет для разового съема. Это сэкономит нам некоторое время. Нанесли на деталь не менее 5 слоев твердого воска. Дальше располировываем ее мягкой ветошью слегка. Располировали воск мягкой ветошью и приступаем к нанесению гель-каута. Напомню, что гель очень требовательный к тщательному перемешиванию. Если недостаточно хорошо размешать гель, тогда возникнет такой дефект на матрице, как крокодилья кожа. При нанесении на него полиэфирной смолы его начнет так подрывать, и будет такой некрасивый дефект, который потом придется устранять при помощи шлифовки или шпаклевки. Тщательно перемешиваем гель. Для нанесения геля напомню, что лучше брать юзанную, уже бэушную кисть, у которой вывалились все лишние ворсинки, которая уже полиняла и не будет оставлять нам в изделии вот этих вот пакостей. И она должна быть максимально мягкой, чтобы не царапать наш разделительный слой, не повредить его. Дальнейшее наше действие перед тем, как мы уже закатаем все это стекломатом, нужно проработать мелкие вот эти вот грани и загибы, так как стекломат сюда плохо ляжет, и здесь будут воздушные пузыри, поэтому нужно каким-то образом их сгладить. Как мы можем решить эту проблемку? Можно нарвать стекломат такими узкими прядками и уложить вот в эти вот проблемные места, чтобы сгладить ему форму. Но это долго и муторно. Применим такую хитрость, как
волосатую шпаклевку. Шпаклевка со стекловолокном. Мы протянем и сгладим вот эти вот уголочки. И здесь вот этот вот наружный угол тоже мы его немножко сгладим волосатой шпаклей. И это нам сильно очень облегчит дальнейшую работу с матрицей. Приступаем к замешиванию нашего секретного наполнителя. Это стеклонаполненная волосатая так называемая шпаклевка. И еще для крепости сюда классно добавить немного полиэфирной смолы. Оба. Мы убьем этим сразу двух зайцев. Во-первых, шпакля станет более редкой и более удобной в нанесении. Она станет в разы крепче. Не забываем добавить отвердитель. И отвердителя нужно добавлять 2%. Идеальная дозировка — это когда банка шпаклевки заканчивается вместе с тюбиком отвердителя. Шпаклюем нашу ложбинку. Ну и лучший шпатель — это палец. Вот так вот. Кайф. Итак, еще раз объясню, что сейчас происходит. Предыдущая матрица из силикона нам уже не подходит, поэтому мы занялись изготовлением другой матрицы по классической схеме из стекломата. На модель нанесли черный гель-коут, затем самое сложное и деликатное место заполнили шпатлевкой. В финале все оклеили стеклотканью и оставили сохнуть. К тому времени посылка наконец дошла до адресата. Как вы уже поняли, мастера зовут Олег, и по всей видимости над названием своей мастерской он долго не парился. Называется она Олега Customs. Забавно. Все ссылки оставлю в описании. Вообще, сварка алюминия — это не самая простая задача. Но, к счастью, Олег как раз и специализируется на сварке выхлопных систем из нержавейки и титана. Также занимается сваркой систем впуска автомобиля из алюминия и титана. Изготавливает кастомные детали почти из любого материала. В нашем случае это декоративная насадка. В оригинале все сделано точно так же. То есть этот элемент просто для декора крепится в бампере, а уже к нему без соединения подходит выхлоп. Именно после того, как мы вставим правильный выхлоп, картинка сложится полностью, но об этом немного позже. К тому времени Олег закончил делать алюминиевую деталь, отталкиваясь от нашей пенопластовой модели, и занялся отправкой. Ну вот и дошло дело до распаковочки. Как вы видите, я сделал еще такое усиление. Может показаться, что это подставка для нашей матрицы, но на самом деле нет. Все П-образные формы, когда полиэфирка полимеризуется, они утягиваются, и получается замок. То есть вот эти вот стенки боковые, они стягиваются. И чтобы этого не происходило, я вкатал вот такие вот фанерные усилители, которые будут держать вот эту стенку, чтобы она не закрывалась, не смыкалась. Теперь будем доставать болван из матрицы. Сразу вангую, что мы его сломаем, потому что форма сложная из-за этой вот центральной ложбинки. Будет весело. Погнали. А это, собственно, и есть основное отличие мягкой податливой силиконовой формы от жесткой формы из стеклопластика. Но, как вы помните, мы немного переиграли, и в данном случае нам необходима именно такая форма с верхней загрузкой. А тут, кстати, и случилось самосбывающееся пророчество, и наша деревянная склеенная мастер-модель сломалась. Но это уже не страшно, так как мы успели снять с нее матрицу, даже две матрицы. К тому времени пришла долгожданная посылка, но не та, о которой вы подумали. Олега Customs доставка еще где-то в пути, а это доставка от Fusion. Все эти прибамбасы нужны для правильной работы с карбоном. Подробно разберем эту технологию в следующей серии. И вот карбон.
Приступаем к изготовлению заднего фонаря, что ли, или, ну да, фонаря, тут же светиться будет, значит, заднего центрального фонаря. Что мы сделали? Мы сделали матрицу. Далее в матрице мы использовали прозрачный полиэфирный гель-каут. Вот это он нанесен сейчас. Дальше мы будем укладывать туда кованый карбон, который до этого нарезали. У нас будет 3 вида. Это накроенный 220 грамм, это накроенный 400 грамм, и это там какой-то другой, я уже забыл, как он называется. Вот. Дальше мы будем использовать полиэфирную смолу, не эпоксидную. Пойдем против системы, намазываем полиэфирной смолой и аккуратно укладываем кованый карбон. Потом, чтобы выгнать пузыри, мы будем использовать такой вот сделанный на коленке за 15 минут валик из электрода и 3-миллиметровых шайб. Будем вот это все прикатывать. Конечно, работа это будет делаться вслепую, так как обратную лицевую сторону мы не увидим, и все будем делать на ощупь и на слух. Поехали! Тут, думаю, все понятно наглядно. Отталкиваясь от чувства вкуса или отсутствия такового, Андрей укладывает нарезанный карбон кусочек за кусочком, миксуя разные размеры. Вот и подсох второй вариант нашей сабли. На первой были выявлены недочеты, внесены были изменения, и как бы уже с каким-то опытом была сделана вторая. Что конкретно поменялось в технологии? Это делалось из такого резаного карбона 200 и 400 грамм. Вот. А эту я уже укладывал вот этим, из которого делали карбоновый капот с подсветкой. Кстати, видео посмотрите, где-то здесь будет. Вот здесь вот. Конечно, такие большие ромбики для такой маленькой детали не гармонично бы смотрелись, поэтому я их разрывал такими вот крошенными ромбами, выкладывал вот эту вот губежку. Потом здесь все промазалось черным гелем для того, чтобы она была менее прозрачная, так как деталь тонкая очень, и она на самом деле светится. Пришла такая идея помазать все это черным гелем, и скорее всего есть ощущение, что все получилось наконец-то. Будем доставать ее. Сейчас будет удобно, не доставая с матрицы, немножко лепестковым кругом, у детали подрезать края, тогда она достанется уже такая чуть-чуть более облагороженная. Ну что, мне тоже не втерпешь посмотреть, что вышло. Ну, на первый взгляд она просто черная, потому что она матовая. Мочим обезжирочкой. Также хочу ответить на самый популярный вопрос – где буханка? Вот небольшой отчет и спойлер. На данный момент мы интегрируем батареи и ждем в гости ребят из DP Labs. Есть большая вероятность, что в следующей серии она поедет. А пока мы довариваем металлоконструкции, в которые и лягут батареи. Как вы видите, делается это на коленке. Вы много писали, что нам необходим хороший сварочный стол. И наконец мы можем похвастаться обновкой. У нашего коляска скоро день рождения, и так случилось течение обстоятельств, что мы как раз заказали сварочный стол. Хотим ему его якобы вручить сейчас, но это как будто на день рождения. Какая тут задумка? Мы придумали вымышленную миссию и отправили Колю решать несуществующую задачу. Сами в ускоренном режиме начали собирать стол, для того, чтобы к Колиному приезду заснять реакцию. Этот стол от компании Сварка 3D. Я связался с Иваном, это основатель. Оказалось, что он знает нас и следит за проектами. В итоге он предложил отправить стол бесплатно, но при условии, что мы честно на всю аудиторию расскажем о их продукте. Со всеми плюсами и минусами, если такие найдутся. Мне очень понравился такой подход, на этом и сошлись. На мой взгляд, именно такой подход позволяет развиваться и в итоге создавать идеальный продукт. Ну и конечно же, оценить этот стол должен человек, который всю жизнь занимается сваркой и повидал не один сварочный стол. Скоро он подъедет на работу, а мы снимем его реакцию, посмотрим, что из этого выйдет. О, мое почтение. Разумеется, ребята. Ну реально кайф.
Саня, у меня будет лучший подарок, скажи честно. Конечно. Ведро полиэфирки. Большое ведро. Собрали мы это произведение искусства окончательно, достали из коробок все комплектующие для него. Приятно, что столу уделено много времени. Все продумано, на всем свои логотипы, своя идентика. На столе есть разметка. Классно, что она не нарисована, она как будто бы там гравирована, либо фрезерована, но очень тоненькие, удобные, классные линии. Собрать из этого конфигурации можно не один десяток и не одну сотню. Очень классные вот эти вот штуки, быстро зажимные болты. Максимально удобно, никогда в жизни таких не использовал. Что-то выставляете, оно разжимается и фиксируется прямо в столе без каких-либо... Ну вот и все, стол можно за нее, грубо говоря, катать. Удобно, что стол имеет сразу же с собой в комплекте 4 колеса с тормозом, с фиксацией. И винты, которыми можно либо его просто остановить, либо приподнять, если у вас совсем там кривой пол. Мы стол пока собрали максимальную комплектацию, максимально длинным, и это 3 метра. Вот такие две дополнительные секции, которые тоже можно использовать как вам угодно. Можно сбоку, можно сверху. Так, все ко всему подходит. Везде есть углы. Давайте эксперимент быстренько проведем. Закрепим просто наобум, где попало. Украл у ребят, сходил такую штуку, они ей пилу выставляют. Мы ее обнуляем и, постанова или не постанова, ребята, решать вам, но, все на ваших глазах обнулил, все одним кадром снято. В общем, это предварительный обзор. В дальнейшем мы обязательно расскажем, как стол показал себя в процессе работы. И если будут какие-то нюансы, мы о них расскажем. Собственно, как и договаривались. Ссылка есть в описании. Нам пришлось сделать 3 детали, чтобы добиться более-менее достойного результата. И следующим шагом будет изготовление вот этой вот центральной светящейся части. Здесь должна быть красная полоса с подсветкой, которая будет отвечать за габариты. Мы попробовали, выпилили уже в детали центральную эту часть, чтобы сделать уже само стекло, скажем так, интегрированным вот в эту деталь. Сделать эту деталь монолитной. Вот. Со стеклом тоже не совсем простая задача. Его нужно сделать матовым, чтобы не видна была диодная лента, конкретно сами диоды. Сейчас будем пытаться это изобразить, замешать аэросил с литьевой смолой и заколеровать его красителем. Аэросил — это загуститель смолы, стеклянная микростружка, пыль такая. И с ее помощью мы достигнем нужного результата. Основа будет литьевая смола. Отвердитель по пропорции 2%. Краситель красный. Так, посмотрим цвет. Ну вот, наш гоголь-моголь готов. И теперь нанесем этот чудесный состав большим слоем, думаю, полсантиметра. Если это, конечно, у меня получится, так равномерно будет все это от руки раскладываться. И когда застынет, очень хочется верить, что получится полупрозрачное стекло. Думаю, смотря на этот состав, у многих возникнет вопрос, точно ли это хорошее решение для фонаря. Да, выглядит немного странно, но дело в том, что в оригинале этот рассеиватель так и выглядит. Вот, посмотрите сами. Странная непрозрачная матовая вставка. Это хорошо заметно на фоне прозрачных красных фонарей, которые располагаются по бокам. Забегая вперед, скажу, что так у нас и получилось. И результат максимально схож с оригиналом. Также стоит отметить, что это тестовый образец. Для того, чтобы понять все нюансы, а затем сделать дополнительные матрицы и изготовить финальную деталь.
even heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few days. А пока эта штуковина сохнет, ничего не подозревающий Андрей встречает курьера. Has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. В итоге, после ускоренной доставки от Олега, пазл потихоньку начинает складываться. Пришло время посмотреть, удалось ли нам сделать шкарлупку нашего фонаря. Изначально мы на первый вот этот вот эксперимент ставок не ставили, так как привыкли к своим промахам и неудачам. Это экспериментальный вариант, чтобы глянуть, в правильном направлении мы двигаемся и что нужно изменить в технологии изготовления. А тут мы были приятно удивлены, поскольку наш тестовый вариант вполне себе получился. Мы прям очень довольны результатом. В дальнейшем еще раз отольем эти фонари, учитывая незначительные нюансы, и уже точно получим идеальную стекляшку. А для того, чтобы показать вам обещанную собранную картинку, вышлифовываем фонари и готовимся к глянцевому лаку. Такая же история с центральной карбоновой деталью. Хорошенько вышлифовываем, доводим мелкие нюансы и вместе с фонарями обливаем лаком. Пока лак сохнет, подготавливаем последний элемент пазла. Это решетки, которые стоят в заднем бампере. Сперва делаем их из картона. Вырезаем при помощи лазера, примеряем, понимаем, что все отлично становится, а это значит, что можно смело вырезать их из пластика. Тут, наверное, у многих возникнет вопрос. Почему решетка такая плоская, то есть необъемная? У меня тоже возникает этот вопрос. Но по факту так и выглядит оригинал. Перед тем, как показать вам финальный результат, вот небольшой спойлер. Мы решили поставить кузов Волгатти на новый донор. В нашем телеграм-канале недавно вышел пост о покупке этой машины. В нем мы рассказали о всех нюансах, косяках, подводных камнях, цене и планах. Ссылка есть в описании. А вам спасибо за просмотр и добра от топора. Till I wear the crown.